Здравствуйте! Сегодня мы будем шить панамку из СССР. Это очень эргономичная и очень хорошая панамка для детей. Почему? Ну, во-первых, потому что вверху есть отверстия, через которые панамка проветривается. И перегрев головки ребенка не происходит. Второе. Очень легко ухаживать за такой панамкой. Ее расстегнуть можно, постирать, погладить, а потом снова застегнуть. Эта панамка прекрасно подходит и кукле. И сейчас мы это продемонстрируем. Вот в этом месте всегда пришивалась пуговичка, а на вот этих крыльях петли. И застегалась панамка на одну пуговицу. 2 петли застегались на центральную пуговицу. При стирке нужно было расстегнуть, погладить и снова застегнуть. Очень прекрасная панама можете шить вашему ребенку. Ну что ж, будем приступать. Выкройку, как всегда, мы будем начинать с того, что рисуем панамку. Но исходя из того, что панамку мы практически не умеем рисовать, мы сразу приступим к изготовлению выкройки. Вот вы видите в тетради справа, это мой конспект. Вот вместо панамки нарисован вот такой чертеж, который с вами мы сейчас будем и чертить. Для панамки нам нужны всего 2 мерки. Длина изделия. Длина изделия замеряется от лба через темя и до основания сзади головки, до начала шеи. Вот смотрим. У нас получается 8 сантиметров. Пишем. 8 сантиметров – это длина изделия. Пишем. Вторая мерка – это окружность головы. Она замеряется вокруг головы. То есть наша панамка одевается на голову. Смотрим, сколько у нас получается. 22 сантиметра. Припуски мы не даем, потому что мы опять будем шить панаму прямо по выкройке, без раскроя ткани. Точно так, как мы шили платье без швов, вот которое сейчас одето на куклы. Окружность головы 22 сантиметра. Необходимые замеры мы сделали и переходим к построению выкройки. Лучше взять листик в клеточку, но если у вас нет такого листика, вот расчертите, пожалуйста, перпендикулярные линии заранее. Это очень удобно. Можно взять линейку с угольником, с прямым углом, и вы очень просто расчертите. Для чего? Для того, чтобы наш прямоугольник, который мы сейчас будем чертить от точки А, был прямоугольный. Все углы были прямые. Итак, от точки А
вниз мы откладываем длину изделия 8 сантиметров. Хочу сказать, что точку А вы всегда ставьте вместе, чтобы было некоторое расстояние сверху и слева от края листа. Почему? Потому что нам всегда необходимо запас места. Вот в данном случае мы будем делать козырек нашей панаме. От точки А вправо мы откладываем окружность головы 22 сантиметра и сразу делим напополам. Это будет у нас ось симметрии 11 сантиметров. Ось симметрии, все знают, что это прямая линия, которая делит геометрическую фигуру или объект на две зеркальные части. То есть, если мы по оси симметрии согнем нашу выкройку, то у нас будет две одинаковые части. Строим наш прямоугольник. Выкройка готова. Осталось только нарисовать рельеф нашей панамки. Ну, ось симметрии, конечно, мы рисуем. По этой оси симметрии мы будем сгибать выкройку и вырезать. Теперь мы видели, что у панамки есть вот такие крылья по бокам и мысик, выступающий вперед. Сейчас мы это сделаем. 8 сантиметров – это длина изделия. Мы делим напополам, получаем 4 сантиметра. Можно взять чуть меньше, можно взять чуть больше. Тогда у вас будет немножко другая конфигурация выкройки. Ничего страшного. Вы моделируете так выкройку, чтобы вам нравилось. Теперь все успеваете. Я медленно сегодня веду урок. Теперь мы видим, что у панамки есть козырек. Это часть, которая подгибается. И для того, чтобы мысики и крылья наши нарисовать, мы откладываем примерно кукле нашей по 5 сантиметров. От оси симметрии на уровне 4 сантиметра. Ну и козырек, о котором мы говорили. Возьмем карандаш для того, чтобы, если у нас что-то не получится, чтобы мы вытерли, исправили нашу линию. Вот соединяем точечки. Вы сами конфигурацию эту чертите произвольно. Чертим только с одной стороны от оси симметрии, в данном случае с правой. Обводим нашу половину выкройки. Выкройка совсем готова. Теперь мы говорили о том, что на этих крылышках мы делаем петли для того, чтобы застегнуть на пуговичку. Поэтому добавим нашей кукле примерно 1 сантиметр
на вот этот нахлёст, чтобы петля хорошо одевалась на пуговицу. В данном случае у нас липучки, и увеличение этого крылышка не нужно. А когда мы будем делать петлю, нам лучше сделать вот эту добавочку. Это уже называется моделирование. То есть вы творцы, вы творите, вы самостоятельно все планируете. И это очень интересно и увлекательно. Вот мы добавили на петлю. Теперь по оси симметрии мы сгибаем нашу выкройку и начинаем вырезать только одну часть, а вторая автоматом получится. Начинаем вырезать. Не бойтесь творить, не бойтесь ошибиться, не бойтесь сделать какую-то другую конфигурацию. Козырек можно сделать пошире. Творите, все у вас получится. Ну что ж, смотрим на нашу выкройку. Вот такой у нас козырек получился. Его можно отогнуть чуть больше, чуть меньше. У нас будет двухсторонняя панамка, поэтому можно на любую сторону ее одевать. Один день на одну сторону, другой день на другую сторону. Вот тут пуговичка у нас будет, петли. Застегаем петли на пуговицу и получили панамку. Точно такую, как у нас уже есть. Я думаю, всем понятно. Ну а теперь мы посмотрим, как на материале мы будем раскладывать нашу выкройку. Можно сделать из одной ткани обе стороны панамки. Можно сделать из разных тканей. Складываем ткани лицом к лицу. То есть внутри у нас лицевая сторона ткани, а к столу и к вам смотрит изнаночная сторона ткани. Лицом к лицу мы сложили ткань. Сверху мы кладем выкройку. Закрепляем иголочками. Ну и дальше вы уже знаете. Начинаем строчить прямо по ткани. Предварительно мы вырезаем прямоугольник, чтобы вся ткань нам не мешала. После того, как мы прострочим, естественно, оставляем незастроченные примерно 2 сантиметра и выворачиваем панамку на лицевую сторону через это отверстие. То есть прострочили, обрезали, вывернули через отверстие. Отверстие зашили либо на машинке, либо потайным швом. Можно прострочить всю панаму по периметру. Но в данном случае я этого не делала, она и так прекрасно выглядит. Я думаю, у вас все получилось. Я желаю вам
удачи, а сегодня я с вами прощаюсь. До следующих увлекательных встреч. До свидания.